Всем привет-привет, всем прекрасного времени суток. Сегодня мы с вами сделаем тему «Какие люди вас окружают?». Эту тему я делала на блиц-консультациях. Сегодня мне понравилось, как все прошло, и я решила сделать на более такую широкую аудиторию. Вот, поэтому, на всякий случай я напоминаю о том, что это не индивидуальный расклад. Не надо 100% вот прям включаться в процесс и ассоциировать себя с услышанным. Почему? Потому что нужно помнить, что это общий расклад, да, то есть это общая информация, которая берется из поля людей, которые притягиваются на данную тему. То есть на каждую тему есть люди, которым созвучна эта тема, и они притягиваются, и в принципе формируется такое энергетическое поле, можно сказать в некоторой степени мини-эгрегор, да, на продолжительность очень короткую такую данного расклада. Вот. И те люди, которые очень ярко фонят в этом поле, как правило, с них и считывается информация. Вот. Но, к моему сожалению, не все отдают себе отчет, что это общие расклады, они индивидуальные, да, очень часто включается прямо эмоционально, особенно если это какая-то не очень приятная информация, которая слышна из расклада, да, и начинает на нее реагировать негативно. Вот чтобы вот этого вот не было, да, просто напоминайте себе, да, что окей, мы слушаем, но не вовлекаемся. Вообще это прекрасная практика, да, когда ты взаимодействуешь с миром, да, то есть взаимодействуешь, но держишь определенную дистанцию, то есть не включаешься. Ты полностью сконцентрирован на информации, которую ты получаешь. Да? Если вы, допустим, общаетесь с каким-то человеком, вы полностью сфокусированы на том, что он говорит. Но когда я говорю «не включаемся», я имею в виду не ассоциируем себя с тем, что происходит, с тем, что говорится. Да? То есть вот в таком контексте мы держим некую дистанцию. Почему? Потому что, как правило, все конфликты, которые происходят от неких таких разногласий, они с этим-то и связаны, что человек принимает, либо перенимает все на свой счет, что говорится, да, и вот воспринимает, как, может быть, если это что-то негативное, как оскорбление. И из-за этого происходят неприятные моменты. Да? То есть если все время держать некую такую дистанцию от информации в контексте чего? В контексте того, что вот не надо полностью с головой погружаться в это все. Да? То есть должен быть здравый смысл. Здравый смысл у нас всегда сохраняется тогда, когда мы находимся в позиции наблюдателя, а не тогда, когда мы находимся в самой ситуации. То есть мой любимый пример с пельменями, да, все зависит от точки зрения. Если ты находишься в кастрюле как пельмень, то в горячей воде тебе это будет казаться, что это джакузи. И только тогда, когда ты выйдешь из роли этого пельменя, войдешь в роль повара, ты поймешь, что тебя сварят. Вот. Поэтому старайтесь не быть пельменями в моих общих раскладах. Да? Слушайте очень внимательно информацию. Возможно, что-то вы для себя узнаете, что-то вы для себя услышите. Но при этом не надо вот прям 100% себя ассоциировать. Либо если вот прям уж не вмоготу, и вы хотите себя проассоциировать, тогда нужно научиться после расклада выходить. Выходить из этого состояния включенности, да, и переключаться, то есть уметь переключаться. Это тоже важный момент. Вот, я свою оговорочку сказала, как говорится, Чапай сделал свое дело, вы можете теперь отдыхать, моя совесть чиста. Вот, на всякий случай я напоминаю, да, что вообще включенность, есть просто очень тонкая грань, когда человек включен, вот полностью поглощен некой такой информацией, и когда он внимателен. Это разные вещи. Люди иногда путают, да, то есть внимательность и фокусировка, и когда человек полностью растворяется, то есть теряет себя. Когда мы сфокусированы, мы внимательны, мы себя не теряем, мы не теряем контроль. И это как раз-таки про отношения, про здоровые взаимоотношения с людьми. Не только в паре, а вообще с людьми, да, когда вы не теряете своей личности, но при этом вы очень внимательны к тому, что вам говорят, как вам говорят, да, то есть вы сфокусированы на диалоге. Но когда вы в этом диалоге забываете о себе, начинаете растворяться, тогда получаются неприятные моменты. Вот. Это мои личные наблюдения, у вас может быть своя точка зрения. Так,
позиции видели, и мы приступаем. Позиция номер 1. Какие люди вас окружают? Я вытащу 3 аркана, 3 карты. Это метафорическая колода. Это не Таро. Вот, и мы с вами будем смотреть, какие люди вас окружают. Хочется сказать, люди, с которыми, как единомышленники. Почему-то сразу греческое слово пошло, да? Сначала греческое слово, потом перевела на русский язык. То есть те люди, с которыми вы двигаетесь по жизни. Это, причем здесь, знаете, вот эта вот картинка отца и сына. Почему я говорю именно отца, а не там дядя или еще что-то? Потому что мальчик очень похож, да, как маленькая такая копия мужчины, сидящего здесь. И получается так, что, не знаю, с кем вы себя проассоциируете, с ребенком, либо с родителем, но так или иначе люди, которые вас окружают по этой карте, это те люди, которые смотрят с вами в одном направлении. Возможно, для кого-то они являются, опять-таки, либо кто-то является учителем. Все зависит от того, в какой позиции он находится, да, либо учитель, либо ученик, потому что здесь происходит такой, знаете, процесс обучения, но обучение не сухого, в контексте, я имею в виду, знаете, как это, использование вербальной лексики какой-то, да, а именно на своем собственном примере, да, то есть это самое лучшее обучение, когда на своем собственном примере человек воспринимает ту или иную информацию, то есть здесь напрямую идет обучение. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, как это делать, как ловить эту рыбу, да, то есть проще это увидеть на личном примере. Поэтому это люди, которые могут быть для вас учителем, наставником, либо это, наоборот, люди, которые учатся у вас. Но в любом случае вы смотрите в одном направлении. У вас есть определенные общие хобби, возможно, есть схожие убеждения, есть схожие ценности. Это те люди, с которыми вам комфортно, с которыми вам спокойно. Велика вероятность, что это люди одного пола вместе с вами, хотя это не обязательно, но поскольку здесь картинка, да, мужчина и мальчик. С этими людьми вы, в принципе, расслабляетесь. Это вот такая очень приятная здесь энергетика идет, да, от этой карты. В принципе, вы можете включать свою ассоциацию, включать свою интуицию и вместе со мной считывать, вот что вы увидите на этой карте. Прям очень приятная, такая расслабляющая. Расслабляющая не потому, что они рыбу ловят, а потому что вообще вот природа, как правило, она расслабляет, успокаивает. Очень интересно. Хорошо, что они вам дают и что забирают? Вот эти вот люди, сейчас мы посмотрим. Так, что они вам дают и что они забирают? Что они вам дают? 8 мечей. Интересный момент. Знаете, скорее всего, они дают вам понимание и осознание своих каких-то ценностей. Почему? Потому что здесь эта колода, да, Николета Чиколи, я ее в большей степени читаю как оракульную, нежели как Таро. Вот. И здесь речь идет о том, что девочка очень бережно, причем, смотрите, совпадение, условно говоря, да, здесь на голове у девочки шапочка, да, в виде зайчика, и в руках она держит этого зайчика. То есть большой заяц и маленький заяц, и здесь большой человек и маленький человек. То есть что получается, что эти люди вам дают? Дают, знаете, как подсвечивают ваши какие-то ценности. Каким образом? То есть то, что для вас дорого, то, что для вас важно и значимо, но и одновременно подсвечивает вместе с этим некую такую привязанность. То есть что они дают? Они дают вам понимание, к чему и в чем вы можете привязаться, потому что девочка здесь боится потерять, что боится забрать вот этого, что у нее заберут вот этого вот маленького ее зайчика. Возможно, это самое дорогое, что она держит на данном этапе, да, при себе, потому что, причем так оглядывается назад.
Могу предположить, что здесь эти люди дают вам, либо давали, то есть в некоторой степени это может показывать и прошлое, давали какие-то воспоминания. Здесь очень ценные, очень теплые воспоминания. И вот идет энергия такая, знаете, как вот бережно относиться, да, то есть, возможно, это какие-то моменты либо из прошлого, либо сейчас. То есть вы так хорошо проводите время, что это записывается в вашей памяти как что-то такое ценное, что-то такое дорогое, к чему можно будет возвращаться в те моменты, когда, возможно, вам будет грустно, возможно, вам будет одиноко. То есть эти люди, они дают вам вот именно какие-то ценности и одновременно напоминают о том, что важно относиться очень бережно к тому, что для вас значимо и важно. То есть, что я имею в виду? Беречь какие-то вот мгновения здесь, да, либо ощущение того, что если это родители, да, к примеру, то стараться проводить с ними время сейчас, потому что здесь такой смысл: придет время, и этот человек как будто бы уйдет из твоей жизни. И тогда ты, ну, можешь о чем-то сожалеть, что что-то не сказал, либо что-то не сделал. И вот это вот напоминание, оно как будто бы возвращает вас в момент сейчас. Вот сейчас сделай то, что нужно, да, если там любишь, сейчас скажи, чтобы потом не было поздно, да, чтобы потом были только приятные воспоминания. То есть здесь вот идет какое-то напоминание об утратах, о том, что вы можете потерять, и это надо ценить уже сейчас. Возможно, идет напоминание, как даже не напоминание, да, напоминание, как держите фокус внимания в моменте. То есть проживайте сейчас то, что у вас есть. С другой стороны, здесь может быть еще такая защитная некая функция, потому что здесь человек как будто бы оглядывается назад, в каком-то страхе, что вот что-то вернется из этого прошлого, то, что нас пугает, да, и вот здесь идет какой-то такой защитный механизм, не знаю, либо эти люди вас защищают, либо вы, потому что здесь вот опять же таки все зависит от того, на чем вы сфокусированы. И речь здесь идет о том, что кто-то кого-то бережет. Кто-то о ком-то здесь заботится, да, вот, чтобы не было страшно, чтобы было... Покрывает вот какие-то базовые потребности. Вот что-то тут такое идет. Так, а что забирают эти люди? Забирают ваши эмоции. Забирают у вас эмоции, скорее всего, связанные с какими-то переживаниями. Вот я говорю, они как-то вот вас успокаивают. Возможно, успокаивают словами, возможно, какими-то поступками. Но вот здесь вот как, знаете, как некую такую заботу. То есть они вас окутывают заботой и тем самым, успокаиваясь, да, забирает вот... неприятные, негативные какие-то эмоции. Здесь интересно, здесь какие-то такие родительские, не знаю, почему сказала именно про родителей, не потому что здесь мужчина, здесь это может быть друг, там, дядя, брат, неважно кто. Но вот здесь какие-то такие родительские энергии идут. То есть если это даже как посторонние люди, не ваши родители, то вот они к вам очень бережно относятся к тому, что вы проживаете внутри, вот прям прислушиваются. Но вот здесь вот в основном они вот как будто бы забирают какие-то ваши тревоги, то, что накипело. Может быть, даже это и негативные какие-то эмоции, да, вот как агрессия, когда надо высказаться, когда надо вот прям, не знаю, чтобы не подавлять себе эмоции, да, а выразить их. Вот в таком случае эти люди, они готовы вот как будто бы вас послушать, они готовы разделить с вами, но здесь больше в молчании, то есть не то, что они вам там что-то будут советовать либо рекомендовать, нет, они просто будут вас слушать, да, вот пока вы не успокоитесь, пока вы не не утихнет ваш пар, вот пока придет вот какое-то успокоение. С другой стороны, они могут забирать, то есть забирать в контексте вы с ними делитесь, да, то есть они забирают не потому, что в негативном ключе, они забирают ваши, там, я не знаю, планы какие-то, идеи, мысли, а здесь, скорее всего, вы с ними просто делитесь.
Здесь нету негативных. Хоть и карты выпали не совсем позитивные, но здесь нету чего-то такого негативного. Если есть, то это только то, что вот они подсвечивают какие-то ограничения, вот эти вот страхи, может быть, неуверенность, эмоциональные какие-то переживания внутри вас с целью того, чтобы вы очистились. То есть они являются для вас неким таким катализатором, да, как помощником. Так, еще какие люди вас окружают. Вот прям интересно, да, что здесь эти две карты, они как будто бы показывают, что вокруг вас, ну, по крайней мере, по этим двум арканам, есть люди, похожие на вас, да, то есть это вот как ваши зеркала, как ваше отражение. Возможно, очень есть большой резонанс, созвучие с теми людьми, которые вас окружают. То есть совместимость достаточно большая, высокая. Какие люди вас окружают? Люди, которые вот прям, знаете, смотрят на вас, да, либо смотрятся в вас, либо вот как-то здесь как ощущение того, что вот они приходят к вам, да, как к колодцу, чтобы напиться воды, чтобы вот получить, не знаю, может быть, получить какие-то знания, может быть, получить вот глубину. То есть если это вот, например, противоположный пол, и здесь речь идет об отношениях, то вот чувство такое, что здесь человек в вас вовлечен. Неважно, выражает он вам свои чувства, не выражает, умеет, не умеет, там, в каких контактах вы находитесь. Это не столь важно. Важно вот именно взаимодействие, когда человек, либо люди, они к вам тянутся. Вот вы для них некий такой, знаете, вот идеал. Вот ваша душа, она чистая, она кристальная, она прозрачная для них. Им вот хочется, вот вы для них как глоток холодной горной воды. Вот такое, знаете, вот пьет человек и не может напиться. Почему? Потому что он привык к городской воде, да, где там куча всяких этих химических добавок, хлорки и так далее, и так далее. Вот и вкус он уже привыкает. А тут вот вы какая-то чистая такая вода, и вот у него есть жажда, у этих людей есть жажда вот напиться. То есть, возможно, вы даете что-то, что задевает глубины их души. То есть это не обязательно обучение, это может быть просто беседы, знаете, когда вы внимательны к человеку, да, вы уделяете внимание тому, что он говорит, как он говорит, к его потребностям, да, то есть взаимодействуете вот как будто бы от души, и это считывается, и вы вот как, я не знаю, как глоток ледяной вот этой воды хочется испить вас, но не получается до конца. То есть, возможно, здесь люди хотят вас познать, но вы вот как какая-то такая, знаете, бездна не бесконечная, да, когда вот кажется, знаете, вот как он рукой, да, зачерпнул, чтобы можно было попить, но воды остается очень много. То есть человеку кажется, что вот он вроде бы вас, либо людям, вроде бы они вас познают, но все время есть что-то новое, да, что-то неизведанное, что-то непонятное. Вот вы какой-то идеал для этих людей. И при этом вот вы что-то такое ненастоящее, что ли, что-то такое нереальное, какое-то вот волшебное. Я не могу сказать, что здесь люди прям фанаты, да, воспринимают вас так. Нет, но здесь скорее всего недостаток понимания в вас. То есть, опять же таки, не потому, что вы на них не похожи, а вот есть в вас какая-то такая загадка, есть что-то такое мистическое, что-то непонятное. И нас всегда тянет то, что мы не понимаем, да, вот в какую-то мистику. Вот вы какой-то такой загадкой являетесь. То есть если бы здесь выпал аркан Таро, я бы сказала, что это больше как верховная жрица, да, вот все такое, все объемлющее, архетип такой масштабный, глобальный, вот какой-то бездонный, таинственный. И люди вот очень позитивно настроены в вашу сторону. У них очень много разных эмоций в вашу сторону. И они вас воспринимают не ментально, не с помощью интеллекта, а вот с помощью эмоций. То ли вы в них вызываете какие-то эмоции, то есть они смотрят вас, и включается то, что я говорила в самом начале, да, в вступлении.
Они включаются в вас, эмоционально включаются. Причем вы это делаете как будто бы неосознанно. Либо такое ощущение, что вы зеркалите людям их бессознательное, то, что они не понимают, то, что они не видят. И вот вы как будто бы своим присутствием им подсвечиваете эти моменты. Так. Что эти люди вам дают? Ну, возможность перерождения. Видите, что они вам дают? Обновление. С одной стороны, для кого-то может быть это обновление, а с другой стороны, это могут быть люди как будто из вашего прошлого. То есть это могут быть прошлые жизни, это могут быть люди из вашей молодости, да, юности какой-то. То есть это люди, как, не знаю, как будто бы они возвращаются тоже из вашего прошлого, либо это более какие-то такие молодые люди, либо молодые души, которые приходят к вам, знаете, как что-то завершить. Они дают вам возможность завершить ваши какие-то уроки, завершить ваши трансформации, поставить какие-то точки, возможно, какие-то сценарии. Не обязательно с этими людьми. А именно здесь вот благодаря этим людям вы проходите какие-то свои уроки, но не просто с целью чему-то научиться, а с целью завершения. То есть вот как будто бы вы через этих людей закрываете свой гельштальт. Благодаря этим людям вы перерождаетесь в своем сознании. Что они забирают? Они забирают вашу привязанность. Видите, вот вы здесь должны родиться абсолютно другим человеком в своем сознании, как-то мыслить более масштабно. Вот у вас есть это, и, видимо, то есть вы им подсвечиваете то, что есть в этих людях, да, как их бессознательное, либо как эмоциональная составляющая, а они вам показывают своим примером, насколько вы масштабны, насколько вы вот переросли уже тот уровень своей какой-то зависимости, что ли, которые у вас есть, и как будто бы вот здесь должны спасть оковы ваши, цепи должны, кандалы как-то упасть, и они помогут вам высвободиться, да, то есть вот либо перейти на другой уровень, поэтому здесь и есть вот это вот ощущение, что они забирают у вас вашу зависимость, они забирают вашу, ну, может быть, в прямом смысле, да, что-то связанное с финансами, какую-то материю, может быть, деньги у вас забирают. Ну, я не имею в виду, что вы воруете, да, вот вы вкладываетесь, может быть, ресурсы забирают, вашу энергию забирают. Если это тема взаимоотношений, то сексуальный аспект, да, сексуальную энергию как-то забирает. Но это вот взаимный такой процесс, он необходим. Он необходим, почему? Потому что благодаря этим людям вы становитесь другим человеком. Если здесь заботятся, то здесь помогают вам стать другим человеком. Так, еще какие люди вас окружают? Но здесь интересная такая категория, если вот как будто бы вот эта энергия, да, здесь, она либо такая вот как родительская, что ли, родственная родительская. Вот эта энергия, это люди, которые помогают вам развиваться, расти. А это вот как будто бы энергия, она балансирует вот эту вот вашу возвышенность, вот этот вот полет чистых каких-то энергий, да, она как будто бы вас заземляет. И вот здесь вот это какие-то кармические, что ли, уроки, вот, но с целью, знаете как, не чему-то научиться, а чтобы вот вас конкретно заземлить. Почему? Потому что эти люди, они ниже вас в сознании, они ниже вас на этапе развития, что ли, понимания. Они другие, но по энергетике у них низкие вибрации. И эти люди вам даны для того, чтобы вот вы не улетели, да, слишком высоко, не в контексте зазнались, а в контексте того, чтобы вот материя все равно, она должна присутствовать. И если здесь у вас
вот эти люди забирают в некоторой степени эту материю, да, то все равно вас что-то должно держать на земле, пока вы проходите свой путь. И вот эти вот люди, они вам даны для баланса. Это негативная энергия такая, знаете, вот какая-то масса среднестатистическая, то есть люди примитивные в своем восприятии, люди, которые ничем не интересуются, люди, которые ничем не развиваются. Я не могу сказать, что они потребители, но здесь что-то такое негативное. Это вот, я не знаю, как... Ну, вот как их назвать? Не знаю, как овцы, да, то есть люди, которые сосуществуют именно за счет других людей, да, то есть в группах. Здесь про индивидуальность не присутствует, то есть здесь человек как будто бы теряет свою индивидуальность, свою личность вот в этой массе, да, то есть пока эта группировка существует, да, каждый член чувствует себя там, я не знаю, богом или там, карателем, не знаю как. Вот. Но сами по себе они ничего из себя не представляют. Да? То есть их сила только в единстве. Но здесь вот как противовес такая негативная энергия. Что они вам дают? Давайте посмотрим, что они вам дают. Дают иллюзорное понимание страха. То есть, возможно, эти люди, они как-то вам напоминают, знаете как, когда смотришь новости, да, вот там, тебя прям вот эти негативные вибрации захватывают, что там, я не знаю, конец света, там, все бедные несчастные, все голодные, все там, я не знаю, все находятся под влиянием там, все безмозглые, там, вот, когда идет некое такое обобщение, да, то есть они дают вам вот эту вот иллюзию страха, что у тебя ничего не получится, такие там деньги идут только к единицам, ты никогда не найдешь для себя своего человека, партнера, потому что это не судьба, все там, вот вообще какие-то такие установки, которые вас запугивают. То есть они дают вам эти страхи. И эти страхи, они вам нужны, потому что таким образом страх – это самая быстрая эмоция, которая вас заземляет. Они даны для заземления, с одной стороны, но с другой стороны, конечно же, вы должны понимать, что это иллюзия. Вот. То есть наблюдать за ней, но не вовлекаться в эту энергию. Что они дают? А что они забирают, эти люди у вас? Они забирают как раз-таки вот это вот индивидуальное желание развиваться. Смотрите здесь, как вот то, что я сказала, да, как получается. Когда эти люди появляются, это масса. То есть здесь сказать, что вот есть личности, какие-то нет. То есть здесь воспринимается вся эта энергия как сгусток энергии. То есть это не какие-то индивидуальные души, лица. Возможно, это даже и биороботы, не могу сказать. То есть здесь такое ощущение, знаете, вот масса, то есть когда ты давишь на человека, причем давят не в единичном случае, а вот прям, не знаю, какое-то вот влияние мне идет, как туча, вот большая грозовая туча. И что они дают? Они дают вам страхи. А что забирают? Забирают как раз-таки желание индивидуально развиваться, желание куда-то двигаться, да, как-то расти, что-то изучать. Почему? Потому что вот эти страхи, они настолько заземляют вас, что вы теряете те смыслы, которые у вас есть изначально. То есть понимание, куда я хочу пойти, для чего вообще мне нужно развиваться. То есть это как некий такой антипод негативный. Как только вы начинаете куда-то двигаться, расти, всегда появится вот эта вот масса, которая вас будет подавлять количеством, говоря о том, что ничего не получится. То есть такое чувство, что вот только вы начинаете двигаться, и сразу в информационном поле появляются непонятные люди, которые говорят, я это пробовал, не получается, и у тебя не получится, и еще что-то, и все как эти каркают, как вороны, одно и то же. Это такой вот шум птичьего гула какой-то, вот какая-то суета такая, для того, чтобы ваши энергии понизились, да, и вы ушли в уныние и не пошли в самостоятельное развитие. Вот. Но эти люди нужны, еще раз скажу, да, они контролируют вашу энергию. То есть, с одной стороны, вас заземляют, а с другой стороны, благодаря этому вы должны понимать, что это иллюзия, да, страхи. Насколько сильный страх, как энергия, и с ним нужно что-то делать. Он необходим.
То есть полностью искоренить страх не имеет смысла. У него есть определенная функция. Если вы научитесь эту функцию иллюзорного страха использовать себе во благо, возможно, как мотивацию, возможно, как, я не знаю, защиту, найдете правильное применение. То есть в жизни от чего-то избавляться не нужно. Все уместно, все имеет место быть. Главное понять функцию и задачу того или иного качества и использовать ее себе во благо, не во вред. Когда мы отказываемся от себя самих, мы отказываемся от целостности. Здесь поэтому вот эта вот иллюзия страха, она нужна. Но для чего она нужна? Чтобы вы понимали, что страх является преградой для вашего развития. Значит, что нужно делать? Нужно идти туда, где страшно. Нужно двигаться именно в этом направлении. Это правильная дорога. Это, возможно, будет для вас ориентиром. Вы будете преодолевать это. Но ни в коем случае не отказываться, не отрезать, не убирать ничего. А как это, знаете, это как подсвечивать вам будет ваш фонарик, что вот там ваше развитие. Так, это была первая позиция. Голубенький камешек. Вторая позиция. Красненький камешек. Так, двоечки. Какие люди вас окружают? Мне идет какая-то энергия болезни. Причем здесь как будто бы это какой-то конкретный человек, который заботится о вас, но при этом он болен. Не могу сказать физически, морально, нравственно, не знаю. Человек болен. И вот здесь такое ощущение, что то ли он вам скрывает о своей болезни, не говорит, чтобы вот вас как-то не беспокоить. Такой вот просто энергия идет от этой карты, да, что вы это вот этот вот маленький мальчик, а вот эта вот женщина, она как будто бы, ну, не знаю, болезнь может быть и как трудности какие-то. То есть здесь, знаете, как человек, который как будто бы заботится о вас, но при этом наплевав на свои какие-то потребности, на свои какие-то нужды. То есть, как бывает обычно у матерей, да, она болеет, и ребенку нужна забота. И вот она, значит, преодолевает свою вот эту вот болезнь, там температура, встает, и все равно там идет, надо сготовить, надо... То есть надо что-то делать, то есть не заботясь о себе, ты заботишься о ком-то другом. То есть вот здесь такая энергия идет. Вас окружают такие люди, которые либо нуждаются в такой заботе, либо они заботятся о вас, но при этом наплевав на себя. Либо вы такой человек, который, наплевав на себя, на свои какие-то нужды, с любовью относитесь к другим людям, да, как-то вот с пониманием. Люди, которые вот хотят окутать вас своим каким-то вниманием, показать свою значимость для вас, показать свою нужду, такое чувство, что вот вы как будто бы без этих людей не сможете. Это их какая-то задача, их какая-то миссия. Ну, то есть, я не могу сказать, что они прям вот одержимы, но они всеми своими возможностями стараются показать вам, что вот ты без меня никак не справишься, я нужен тебе, я нужна тебе. Обрати на это внимание. Здесь какая-то, понимаете, забота идет и любовь вот не совсем в позитивном ключе. Почему? Потому что эти люди, они как будто бы вас окутывают и хотят отгородить от чего-то, чтобы вы что-то не знали. И вот как будто бы
они что-то знают, но они вам этого не говорят. Почему? Потому что, не знаю, это можно и считать как манипуляцию, но, как правило, родители так поступают. Что-то не говорят своим детям, да, чтобы вот как-то не беспокоить их, чтобы их не расстраивать. Вот, но почему это манипуляция? Потому что, ну, не дается человеку свобода выбрать, как реагировать, да, то есть если изначально тебе говорят ложь, либо что-то умалчивают, либо что-то не договаривают, то, получается, вам не дается возможность самостоятельно принять какое-то решение. То есть за вас уже решили, что, типа, вы будете расстраиваться, поэтому вам этого говорить не надо. Либо вам этого знать не нужно, потому что вот, это будет плохо для вас. Кто-то может сказать, что ну, это же забота, но это не совсем здоровая забота, поэтому я сказала, это родительская. То есть, как правило, вот как-то родители так относятся к своим детям. Почему? Потому что они считают их маленькими, неспособными, они считают их детьми, незрелыми. Да, и что я лучше знаю. Вот здесь вот эта вот энергия присутствует. Если это не родители, а посторонние люди, то в принципе это неосознанная манипуляция. Почему я говорю неосознанная? Потому что я не вижу, чтобы здесь в поле эта энергия была... То есть люди, чтобы это делали с негативным каким-то умыслом, но при этом последствия негативные от этого, да, то есть ну, не дается вам возможность выбора. То есть вас как будто бы под каким-то куполом держит, под каким-то колпаком, создавая вам идеальную какую-то такую обстановку, которая будет держать вас в неком таком неведении, в неком вакууме информационном. Вот такие люди здесь. Ну, их немного, но они есть. Они есть. И это обязательно, не обязательно родители, да, то есть это могут быть и другие люди. Ну, то есть как-то так. Что они вам дают? Что они вам дают? Ну, вот видите, некая такая манипуляция, там есть, видно, да. Некая такая манипуляция все равно присутствует, да, по шестерке пентаклей. Почему? Потому что, вот смотрите, девочка стоит, да, и вокруг нее эти мышки, да, они в принципе свободно, они могут убежать, но она держит их хвостики в руках, да, то есть я, как кошка, разрешаю тебе, я тебе скажу, на какое расстояние ты уйдешь, я тебе скажу, куда можно пойти, сколько можно пойти. У тебя есть вот эта вот иллюзорность некой такой свободы, но это иллюзия. На самом деле я управляю процессом. Но это нездоровое какое-то отношение. Но тем самым вот кошка как будто бы заботится, что вдруг ты убежишь как мышка куда-то, и потом я не смогу либо тебя найти, либо тебя защитить, либо тебя съедят другие мышки, кошки. Что тут такое? А что забирают? Забирают... Вот забирает вот эту вот энергию, как раз то, что я и сказала, да, баланса, некой такой справедливости, то есть они не дают вам возможность повзрослеть. Они забирают вот эту вот возможность решать самостоятельно то, что я сказала, что вам нужно, как вам нужно. Они забирают у вас возможность действительно познать, что такое любовь. Знаете, вот это вот даже защита от каких-то негативных эмоций, чтобы ты не расстроился, чтобы ты не переживал, вот это ведь тоже нужно, да, для взросления человека, для умения выбирать, правильно совершать какие-то действия для опыта, это необходимо. Но вот эти вот люди, они у вас забирают эту возможность. Так, еще какие люди вас окружают? Люди-праздник. Люди-праздник, люди, которые живут, возможно, в свое удовольствие, наслаждаются. Люди, которые, может быть, хотят вам угодить.
Либо, опять же таки, как я говорила по первой позиции, все зависит от того, с каким героем вы себя здесь ассоциируете. Если вы являетесь вот этим мужчиной, да, тогда женщины хотят ублажать вас. А если, наоборот, вы являетесь там одной из этих женщин, тогда вы кого-то хотите ублажить, да, то есть вы хотите что-то отдать другому человеку, принести ему какую-то пользу, принести ему удовольствие, наслаждение, да, быть ему полезным, быть ему нужным, там, не знаю, развеселить как-то, поднять энергию другого человека. Все зависит от того, кто вам на этой картинке приглянется в большей степени. Ну, это, как правило, люди, с которыми можно разделять приятное времяпрепровождение. Люди, которые получают удовольствие, умеют получать это удовольствие, либо наоборот желают. Ну, то, что я сказала, люди-праздник. Что они вам дают? Это непонятно. С одной стороны, непонятно тайну какую-то, а с другой стороны, то, что они вам дают, это некая такая невозможность дальнейшего какого-то развития, да, движения. То есть вот вроде бы вы этим людям, либо они открывают душу, да, что-то вот, ну, обнажают себя, показывают себя, но с другой стороны это ни к чему не приводит. Да, то есть в этом нету какого-то дальнейшего развития, в этом нету дальнейшего роста, невозможность какая-то. Нету перспектив у того, то есть они вам, что они вам дают? Невозможность дальнейшего какого-то развития. Они обучают вас некой сдержанности, они обучают вас холодности и в том числе баланса. Ну, то есть здесь получается так, если вы растворяетесь, например, в другом человеке и хотите ему причинить добро, чтобы ему было все хорошо, то вот эти люди, они наоборот показывают вам свою холодность, свою незаинтересованность и тем самым обучают вас именно правильному, верному обмену, да, чтобы вот был баланс, чтобы вы не переходили вот эту вот черту, когда вы полностью отдаете всю себя и забываете о себе, что вот здесь вот эти вот границы, они должны быть. Что они забирают? Что они забирают? Они забирают какой-то ваш успех возможно, на взаимность. То есть вот здесь такое ощущение, что эти люди, они как раз вас учат не привязываться. Они вас учат не как-то вот самостоятельности какой-то, да, чтобы вы не полагались 100% на этих людей. То есть они, возможно, хороши как-то в моменте, но чтобы вы не строили потом каких-то планов на их счет, чтобы вы не придумывали себе того, чего нету. То есть вот верность свою они забирают. И заметьте, да, что здесь невозможность двигаться дальше, что здесь невозможность. Я имею в виду оракульно, если смотреть, я не смотрю, как сказала по первой позиции, я не смотрю эту колоду как Таро, а именно как оракульная. То есть здесь девочка не достает ногами, а здесь вообще ног нету, да, они вот как-то замерзли, поэтому здесь вот невозможность дальнейшего движения, дальнейшего какого-то развития. То есть они забирают ваш успех, вашу верность, вашу преданность, это ожидание чего-то, да, когда будет там встреча, либо когда мы опять будем время проводить хорошо, да, то есть вот что-то такое. Здесь ощущается, смотрите, это второй аркан, что здесь карта, вторая ситуация, если так можно сказать, да, которая указывает на косвенные манипуляции, не на прямые. Вот, возможно, вам нужно задуматься, да, что есть у вас такого, что привлекает вашу жизнь людей, которые манипулируют вами, либо, возможно, вы, то есть, ну, вот тема манипуляции здесь присутствует. То есть почему невозможно выстроить какой-то вот здоровый такой подход во взаимоотношениях? Почему по-взрослому не получается? То есть есть какая-то все равно манипуляция здесь. Вопрос неравенства присутствует.
Задумайтесь, почему вы выбираете то, что либо ниже вас, либо выше вас, почему нету вот этого знака равенства, что вам это дает. Так, еще какие люди вас окружают, но здесь я могу сказать, что люди такие, знаете, с каким-то болезненным опытом, люди, может быть, одиночки, нуждающиеся. Вот смотрите, здесь как проходит, да, забота. Забота, вот какая есть, она здесь проходит в разных ролях, да, то есть здесь вы, возможно, получаете эту заботу, а здесь этим людям необходима забота, а здесь вы ищете как будто бы тех людей, с кем можно повзаимодействовать, да, с кем кому можно причинить это добро. Вы как будто бы растворяетесь вот именно в этом процессе. То есть здесь процесс брать и отдавать, он вот идет красной нитью. Какие люди здесь окружают? Не знаю, какие-то вот израненные люди мне идут. Сильные духом, но сломавшиеся. С каким-то вот очень болезненным опытом. Люди, которые нуждаются в вашей заботе, но забота именно на уровне бытового какого-то обслуживания, не в любви. Здесь этим людям любовь не нужна. Они настолько, как-то, я не знаю, отшельники, что вот им вот с этим холодом в душе им хорошо. Их не надо отогревать. Но о них нужно заботиться вот как будто бы в бытовом, да, плане, там, постирать одежду, приготовить там обед, не знаю, создать уют, подогреть воду, там, принести тапочки. Потому что вот такое ощущение, что этот человек, либо это люди настолько в себе, внутри, в своих каких-то болях, травмах, что невозможно... знаете, как они, не то чтобы они особо интроверты, хотя здесь такое тоже есть, но вот они как будто бы, если о них не заботятся, это, знаете, как мы говорим о гениях, да, когда гений там что-то рисует, либо пишет свое какое-то произведение, если его не накормить, он так и будет голодный. Вот, потому что у него фокус внимания на чем-то другом, он вовлечен в какой-то другой процесс. И вот элементарные моменты, там, поесть, попить, там, сполоскнуться, искупаться, не знаю, вот какие-то такие бытовые вещи, там, заплатить за счета, им это чуждо. И для них это очень тяжело, потому что они вот 24/7 в своем каком-то процессе. Вот здесь вот примерно то же самое. То есть здесь такой вот прям человек идет, я не думаю, что это много таких людей, может быть, это один человек, такой, знаете, который мне почему-то показывает картину, что это вот как деревня, да, и... Не знаю, это мужчина, который рубит дрова на дворе, и все, типа, вот мужские какие-то дела, что-то починить, что-то сделать, он сделает. А все остальное для него это вот как-то, не знаю, желательно, чтобы его никто не трогал, да, но при этом, чтобы вот его кормили, убирались, ухаживали за ним, и все. А он свои какие-то вот обязанности сделает, там, я не знаю, что-то починить мне показывает, что тот человек, у которого руки растут оттуда, откуда надо. И все, и больше, чтобы с ним никак не взаимодействовать. Этому человеку очень нужно много личного пространства. То есть он какой-то такой, знаете, не то чтобы он нелюдимый, но человек, который не любит разговаривать. Он угрюмый, он как-то вот... Он не понимает, он может и говорить как-то однословно, либо больше как-то жестами показывать. Не знаю, может быть, это человек глухонемой. Вот. Такой вариант тоже может быть, я не знаю. Но либо у него трудности какие-то в разговоре, да, и, может быть, человек стесняется. Но здесь такой человек, такое ощущение, что человек, он как-то немногословный, молчаливый, вот... Какой-то такой вот, не знаю, человек. Хорошо, что он вам дает? Паж кубков. Он дает вам какие-то эмоции, да, вот что-то вас пробуждает внутри, что-то вам тут нравится в этом человеке. Может быть, вам напоминает ваше детство в какой-то степени, в чем-то, но
здесь вот как-то вдохновляет. Здесь, понимаете, здесь такое желание у вас бескорыстно как-то помочь этому человеку. Без каких-то, вот если здесь есть какая-то вовлеченность, да, типа ты мне, я тебе, а вот здесь вот действительно какая-то такая вот бескорыстность, желание сделать что-то приятное этому человеку, вот такое чувство, хочу служить этому человеку, я не могу понять, может быть, это даже касается профессиональной сферы какой-то, да, но вот здесь вот ощущение того, что я хочу служить этому человеку, я хочу что-то сделать приятное для него. Это какая-то вот ваша внутренняя, необъяснимая, это внутренний объяснимый порыв. Вы сами себе не можете его объяснить, но вот здесь это присутствует. А что забирает? Забирает вот какую-то вашу ответственность. Здесь такое чувство, что вот пробуждаются у вас женские какие-то энергии, а забирают у вас какие-то мужские энергии. Забирает как будто бы вот какое-то постоянство в вашей жизни, забирает какую-то структуру, систему, логичность, может быть, да, то есть вот включает в вас интуитивность, то есть вы с этим человеком как-то больше интуицию прокачиваете, какое-то вдохновение, то есть здесь очень много эмоций он вам дает, а забирает наоборот вот какую-то разумность, логику, но не в негативном ключе. То есть не то, что вы становитесь глупенькой, да, и растаяли. Нет, здесь не про это. А здесь наоборот, здесь вот как будто бы благодаря этому человеку как-то вот прокачиваете свою мягкость, понимание, как-то, я не знаю, терпение, где-то сглаживать какие-то углы, какое-то вот вдохновение, романтичность, легкость. А забирает наоборот вот какую-то ответственность, груз, тяжесть, вот когда вы очень много думаете, вот это вот все ненужное, да, как будто бы у меня такое ощущение, что здесь как русалка, которая попалась в сети. И вот этот человек берет вот эту вот русалку, да, как эмоция, вода, и снимает с нее вот эти вот сети. То есть то, что ее ограничивает, то, что ее сдерживает. Вот эти вот сети, это вот эта вот логика. Вам как будто бы это не нужно. Вот он забирает у вас это. Не знаю, почему русалка. Интересно было. Так, это была вторая позиция. Не знаю, что, мне кажется, сегодня какой-то такой интересный расклад вышел. Напишите мне потом. Какой-то оригинальный получился. Так, и последняя позиция, зелененький камешек, троечки. Какие люди вас окружают? Люди, которые помогают вам, здесь как конструкторы идут, что ли. Люди, которые помогают вам реализовывать ваши мечты, ваши задумки. Каким образом? Переводя их в действие. То есть здесь есть действия. Люди, которые не на словах помогают, а именно реально в каких-то действиях. Почему конструкторы сказала? Не знаю, как будто бы вот что-то здесь проецируется, что-то, чертежи какие-то рисуются, да, то есть какие-то вот планы, но при этом вот много действий я здесь вижу. Я не вижу, что здесь какая-то вот мечтательность, фантазийность. Нет, здесь вот прям конкретика. Либо люди, которые реализовывают свои планы, не только ваши помогают, а вот именно свои. То есть человек, здесь такие, знаете, люди очень интересные, увлеченные своей жизнью, увлеченные своими делами. Здесь как будто бы вот, интересные личности, потому что у них, может быть, интересные хобби. То есть какие-то вот деловые, здесь очень деловые люди, занятые люди, деловые люди. Может быть, вы на них как-то, не знаю, равняетесь. Ну вот здесь интересная энергия, понимаете, человек, который живет интересную, яркую жизнь. Не в контексте того, чтобы ее там прокутить, прогулять. Нет, а здесь вот, я не знаю, может быть, это люди путешествуют очень много, может быть, у них какие-то оригинальные увлечения есть, может быть, там, я не знаю, как-то
Вот люди здесь вовлеченные в свои какие-то дела, может быть, даже какие-то там гении. Пускай это будет там айтишник, но человек вот прям заинтересован в том, чтобы написать какую-то там интересную программу для чего-то, да. То есть вот прям у них какие-то масштабные такие планы, что ли. И вот вам интересно на этих людей смотреть, либо они каким-то образом смогли реализовать свои детские мечты. Это люди, которые идут своим путем, они не идут как-то по накатанной. Такое ощущение, что вот таких людей всегда бывает меньшинство. Почему? Потому что они идут против системы. Они живут вот так, как они считают нужным. У них для этого есть все аргументы, и, как ни странно, их жизнь, она удается. Либо у кого-то удалась. Но это не обязательно должен быть какой-то вот показатель в реальной жизни, что у них там много денег, либо еще что-то. Они могут быть, например, бедными, но при этом счастливыми. Они занимаются любимым делом, и, может быть, им даже это не приносит доходы, но вот они очень вовлечены, они радостны, они счастливы, что у них есть возможность делать то, что они хотят. Они радостны от того, что они могут сказать свободно то, что они хотят. Они не носят никаких масок, они вот какие-то такие естественные. Это те люди, которые, например, не знаю, их пригласили на какую-то вечеринку, да, либо, может быть, там на свадьбу, ну, значит, какое-то мероприятие, где обязательный какой-то дресс-код, а они могут элементарно прийти там в бридже и в какой-то футболке. Если их спросить, ну, то есть ты же не вписываешься, да, вот в общий интерьер, он может запросто, либо она может запросто сказать, ну, тогда я и пошла, мне не очень-то и нужно было, это вы меня пригласили. То есть такой, знаете, человек не закомплексованный, человек, у которого есть свое видение, и его ценности, они... даже не ценности, а убеждения. Убеждения, восприятие мира, они отличаются от большинства, и именно поэтому они живут легко. Здесь вот какая-то такая энергия, знаете, легкость, я живу так, как я хочу. Мне нравится, окей, не нравится, до свидания. То есть люди не страдают на этот счет, они там не зависимы от мнения других людей, от критики. Им хорошо, просто они вот действительно этот такой маленький процент людей, который живет на этой земле и реально кайфует от своей жизни, от того, что он там делает, чего он добивается. И здесь не обязательно про масштабы. Вот. Это может быть что-то маленькое, но, там, не знаю, человек, например, имеет свой участок, и на своем участке он создал некий такой рай, да, посадил те цветы, те деревья, кустарники, не знаю, что он хотел. И вот он прям кайфует от того, что он этим занимается. Да. Это его жизнь, и ему абсолютно все равно. Здесь такая, знаете, характерная черта, что как будто бы этим людям все время говорят невозможно. И они вот это вот невозможно, они преодолевают. То есть это такой, знаете, пример невозможного возможно, да, как мы говорим, там, мечты имеют свойство сбываться. Вот эти вот люди, это является, они являются как раз доказательством, подтверждения вот этого убеждения, что мечты имеют свойство сбываться. Вот такие здесь очень интересные люди. Что они вам дают? Что они вам дают? Они вам дают взаимность, они вам дают любовь, они вам дают партнерство, да, то есть они вот вам, возможно, каким-то образом подсвечивают то, что вот вам нравится в них, это есть у вас. То есть они вам как будто бы показывают, что и у тебя это есть, и ты с этим можешь справиться, и у тебя это может получиться, и вот у тебя такое тоже, ты это тоже можешь иметь. Они дают вам внутреннюю какую-то гармонию, но здесь не в контексте тишь да гладь, а в контексте того, что вот душа как-то радуется, понимаете, здесь вот такие энергии позитивные, легкие, воодушевление какое-то, может быть, какие-то инсайты. Ну, то есть здесь все взаимно и все приятно. Здесь приятные какие-то такие энергии. Здесь какая-то вот душевность идет, да, близость, теплота. Возможно, они как-то щедро, может быть, с вами делятся какими-то своими идеями, да, либо щедро, ну, возможностями, то, как они достигли чего-то. То есть, допустим, для других людей они бы взяли деньги с других людей, а вам они вот
щедро говорят, вот, да, на, вот, вот так сделай, да, да, я тебе помогу, я подскажу, обращайся в любой момент. Вот какие-то такие очень-очень приятные моменты, и люди очень приятные. Знаете, люди, которые не боятся, что вот у них украдут их идеи, либо еще что-то. Вот такие вот здесь щедрые люди, вот прям, знаете, это вот когда мы говорим, делиться нужно из изобилия. Вот здесь люди изобильные, поэтому когда они делятся, они не чувствуют этого недостатка. А если они не чувствуют недостатка, то то, с чем они делятся, и тот, кто это получает, да, то, чем они делятся, он тоже становится успешным. Потому что здесь идет отдача из состояния любви, из состояния наполненности. И, по сути, тот, кто получает эту любовь, он становится таким же успешным, он становится таким же любимым, наполненным. Да? То есть здесь вот эта вот модель приумножения не из дефицита. Поэтому им абсолютно все равно. Они вообще никак не реагируют, что кто-то там, я не знаю, их будет критиковать, либо кто-то будет у них забирать их идеи. Вообще у них нету, ну им по барабану, они этим не занимаются, они даже в эту сторону и не думают. Так, что они забирают? А забирают они вот Луну, да, у вас, забирают они ваших скелетов в шкафу, забирают они ваши страхи, сомнения какие-то. Здесь так хорошо проходит энергообмен, знаете, вот вы находитесь в пространстве этого человека, либо этих людей, вот они что-то очень ярко рассказывают, вовлеченно, харизматично, и вот вы просто слушаете, да, они не вам, может быть, говорят, а кому-то другому. Но вот находясь в их поле, да, вы это слушаете, у вас вот как будто бы, знаете, так на душе так хорошо, и вы вдохновляетесь, и то, что вам казалось ранее страшным, что я не могу, у меня не получится, вот воодушевившись этими энергиями, вы как-то вот преодолеваете свои страхи, и идете, и у вас получается. Вы такие радостные, что вот, и у меня получилось. Только лишь потому, что вот как-то переняли какие-то навыки, умения от этих людей, да, воодушевились, как-то вот вошли в резонанс с этими людьми, и на этой волне, преодолевая свои какие-то страхи, пошли дальше к достижению, реализации. Причем здесь по Луне, что они забирают? Забирают какую-то иллюзию, какие-то обманы, недосказанности, негативные эмоции, я бы так сказала. И это связано больше как-то вот с профессиональной сферой. Здесь эти люди, они, вот как-то речь идет о профессии. Не то чтобы они напрямую вселяют в вас уверенность, а это происходит косвенно. То есть вы как-то вот оглядываясь на них, да, как живой пример, вы говорите, я тоже так хочу, и идете, делаете, и у вас получается. Вот эту вот Луну они у вас забирают. Может быть, придают какую-то ясность, да, вот в том, в чем вы сомневаетесь, то, что вы не понимаете, проясняют какие-то моменты, просвещают вас, освещают, да, вам путь. И тогда эта Луна уже не становится такой страшной, да, и вы двигаетесь вперед. Еще какие люди вас окружают? Не знаю, родственники здесь какие-то. Родственники. Как-то так, знаете, хочется сказать, как три богатыря, да, что-то такое. То есть вот какая-то такая троица. Ну, это не совсем приятные люди, но, опять же, я не могу сказать, что они какие-то негативные. Я не могу понять, какая у вас связь с этими людьми. Почему? Потому что я ощущаю какую-то дистанцию. Это вот не родители, не двоюродные там братья, там еще кто-то, сестры. Нет, это вот как-то есть здесь какая-то кровная связь, но при этом это люди какие-то вот издалека, то ли они приезжают к вам издалека, то ли вот какая-то дистанция между вами есть. Я не вижу, что вот прям вот родственность была прям прямая. Вот какая-то здесь, почему я сказала тройственность, да, то есть здесь получается один, который главенствующий, другой, который ему
служит. А третий какой-то вот, я не знаю, пугающийся, да, что-то боящийся, все время чего-то боится и прячется за спиной. Может быть, они между собой братья. То есть вот два человека имеют какую-то кровную связь, что-то их связывает, либо отец, сын, либо братья, либо племянник и дядя. А третий человек – это вот как будто бы их друг. Что-то такое здесь. То есть один как будто бы чужой, а два между собой имеют какую-то связь, да, какое-то родство. Какие-то левые люди, я не могу понять. Кто эти люди? Ну, это люди, с которыми вы работаете. Как-то вот даже не родственники тогда получаются, а люди, с которыми... У вас есть общие обязательства. То есть у вас есть что-то, что вы совместно делаете. Здесь вам просто, скорее всего, либо это какие-то дела здесь делают. То есть если это даже не работает, там, я не знаю, может быть, какие-то, может, риэлтор какой-то, да, либо какие-то вот подрядчики. То есть какие-то вот дела делаются с этими людьми, и здесь нужно быть, как-то балансировать. Они для вас являются, не знаю, может, какие-нибудь чиновники, что ли, они для вас являются как проходным билетом во что-то. Ну, не обязательно в будущее, а вот что-то. То есть вот как будто бы без них невозможно сделать то, что вам нужно. И вот вы должны как будто бы здесь балансировать, баланс держать. То есть они вам неприятны, эти люди, но, к сожалению, они вам нужны. Либо вы им нужны. И вот здесь очень важно научиться держать баланс. Да, между тем, чтобы вот они как будто бы вам на голову не сели, с другой стороны, дело как будто бы сделали. И вот самостоятельно вы не можете это дело сделать. Вот вы в них нуждаетесь, понимаете? Так, что они вам дают? Что они вам дают? Не знаю, какое-то вот противоречие, какая-то вот борьба. Они как будто бы чему-то сопротивляются здесь, понимаете? Но это сопротивление, оно нужно. Как баланс, оно как будто бы держит, знаете, как мы говорим, добро и зло. Да? Вот зло нужно. То есть пока зло существует, есть баланс между добром и злом. Да? Вот он отклоняется в одну, в другую сторону, но он существует. То есть чистое добро, мы никогда не поймем, что это добро, если нету антагониста, если нету контраста, да, если не существует зла. И вот такое ощущение, что вот эти вот люди, они как будто бы вам нужны, что они вам дают, какую-то вот борьбу. На самом деле они вас достали. Вам хочется на них вот прям всех драконов, да, спустить, всех собак спустить, но... К сожалению, этого делать пока нельзя, либо вообще невозможно. Что забирают? А забирают они хитрость какую-то, обман. Вот они как-то за вами следят, наблюдают. Что-то я не совсем понимаю их роль. Они косвенно способствуют вашему развитию. Они забирают у вас вашу стабильность. Вот вы не хотите как-то куда-то идти, что-то делать. Такое ощущение, что вот они как будто делают за вас грязную работу, может быть, что ли. Вот вы не хотите идти в развитие, вы хотите, чтобы все было стабильно, все спокойно, а они вам не дают спокойно жить, понимаете? То есть они вроде бы не позитивные какие-то персонажи здесь, да, но с другой стороны, вот если бы не было их, вы бы находились в стабильности, вы бы как-то дальше не росли, дальше не двигались. Какой-то вот, ну, не шли бы новым путем, не использовали бы свои какие-то умственные возможности.
вы как будто бы в голову не включали, понимаете? То есть вот они как-то своим вот этим вот негативом вас очень сильно напрягают. И вот это вот напряжение, либо стресс, который они у вас вызывают, они заставляют вас косвенно действовать, предпринимать какие-то решения, да, выводы какие-то делать, то есть вот что-то менять. То есть без них вы бы ничего не поменяли. Потому что они забирают ваш самообман по поводу того, что я хочу какой-то стабильности, она мне нужна, мне хорошо в ней. Вот они как будто вам показывают, что нет, она тебе не нужна, тебе нужно развитие, тебе нужно двигаться дальше. Так, еще какие люди вас окружают? Ну, я говорю, да, тройки у меня всегда о практике. Вот, смотрите, поближе поднесу карту. Ведьма сидит здесь, колдует, да, что-то делает. Ну, думаю, видно. Практики мои любимые. Какие люди вас окружают? Ну, помимо практиков, да, люди такие, знаете, ведущие, знающие. Может быть, врачи. Может быть, причем врачи какой-то вот не традиционной медицины. Ну, конечно же, есть и шарлатаны, почему-то мне пришло такое, но вообще здесь какие-то волшебники. Люди-волшебники вас окружают. Люди какого-то ремесла, люди какого-то дела, умения. Люди, которые своей работой вас завораживают. Причем здесь, знаете, могут быть все люди, которые играют с огнем, но все равно вот вам как-то интересно. Вам нравится наблюдать за их делом. Они вас как-то вот очаровывают. Страстные люди, огненные. Но при этом ведущие. Так, что они вам дают? Что они вам дают? Страхи дают, да? Что они вас пугают. Они вас пугают, но вот здесь вот такой, знаете, такой страх, как в эти квесты всевозможные проходишь, да, там комната со страшилками, но при этом вот интересно, это очень завораживает, захватывающе, да, мне дико страшно, мне дико дискомфортно, но вот я хочу, да. Я боюсь, но я туда пойду, как в фильмах ужасов, да, не надо спускаться в подвал, ну как не спускаться, там же интересно, вдруг там есть что-то, что вот мне нужно, не знаю что, но что-то нужно, и вот вы идете вот по этим лестницам, в ожидании, что сейчас там вылезет что-то, какая-то тварь, какая-то, ну любопытно до невозможности, интересно, вот что-то такое. Что они вам дают? Пугают и... Но при этом есть вот какой-то интерес и ощущение, что вы вот как-то полагаетесь на какую-то удачу, что все будет хорошо. Что как будто бы этот страх, он пройдет мимо меня. Меня это не заденет. Это вообще не про меня. Но вот они дают вам много адреналина. Вот так. Вот так скажу. А что забирают? Забирают какие-то ваши надежды. Надежды на то, что что-то завершится, что у вас будет возможность от чего-то освободиться, на чем-то поставить точку. Может быть, здесь какие-то люди, знаете, люди силы, причем сила не только в магии, да, а сила, я не знаю, там, органы какие-то могут быть, да, либо люди власти, вот такие вот, либо вообще властные люди. И они забирают у вас надежду на то, что когда-то вы от них избавитесь, да, либо когда-то вы сможете высвободиться, что ли, что-то изменить в своей жизни. Либо здесь, если практики, вот прям работа силы, и человек как будто бы что забирает? Надежду на то, что я как-то когда-то наступит момент, и я перестану, да, заниматься тем, чем я занимаюсь. Я как-то смогу освободиться. Надежды забирают.
надежду поставить точку, либо пойти вот как-то в новое. Не знаю почему. Это странновато здесь, да. Колесо фортуны, что что-то можно будет здесь изменить. Что вот десятка мечей, да, что все завершится. Вот такую какую-то мечту они у вас забирают. Я даже не знаю, что здесь такое. Так, ладно. На этом все, потому что я не знаю, что здесь может быть. Мне же страшно туда копать. Так, вы, думаю, знаете лучше меня. А на этом все. Расклад завершен, позиция тоже. Я хочу напомнить, что в разделе сообщества вышел анонс на блиц-консультации ближайших выходных. Темы, вопросы, да, блиц-консультации, послания для вашей души. Я специально не уточняла, от кого, с какой целью, для чего. То есть это может быть ангел-хранитель, там высшие силы, там, не знаю, может быть, еще кто-то. В общем, для вашей души есть какое-то конкретное послание. Вот этот вопрос. И второй вопрос, какая энергия в вас скрыта. То есть какая энергия не открывается сейчас. Ну, то есть она от вас скрыта. Вот, что-то такое, именно энергия, да, энергия чего, и она скрыта. Вот такие вопросы будут на блиц-консультациях. Кому интересно, анонс в разделе сообщества на главной странице есть. Переходите на главную страницу моего канала, в разделе сообщества нажимаете, читайте анонс. Там есть все необходимые контакты. Пишите, я говорю, как оплатить, приходите. В течение 2 дней я вам присылаю аудиоответ. Вот, а я с вами прощаюсь до понедельника. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.